Вчера пришла новость, которую сложно было себе вообразить. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на рассекреченные документы американской разведки сообщает, что Россия закупает боеприпасы у Северной Кореи. Речь идет о тактических ракетах и артиллерийских снарядах. Эта новость проходит как-то между прочим, но я сегодня хочу обратить на нее ваше внимание. Если бы о закупках вооружений у КНДР говорил бы любой другой источник, а не американская разведка, которая приобрела с 24 февраля вполне заслуженно репутацию, что верить ей можно, то эту новость можно бы даже было не комментировать. Потому что этого просто не может быть. Не может быть у России дефицита ракет и артиллерийских боеприпасов. Не может такого случиться, что придется по миру с умой за ними ходить. Даже если мы на одну секунду забудем о том триллионе долларов, который ушел на перевооружение российской армии, даже если решим, что каждый цент из этого триллиона превратился в дворцы, дачи и яхты, то все равно Россия наследует Советскому Союзу. Стране, для которой военно-промышленный комплекс – это не просто отрасль экономики, это смысл существования государства, на которой работали все отрасли. Стране, которая либо делала снаряд, либо плавила сталь для снаряда, либо копала шахту, чтобы была руда, из которой затем можно выплавить сталь, чтобы клепать снаряд. Резервы советских вооружений, военной техники и боеприпасов – это не тысячи, и не десятки тысяч, и даже не сотни тысяч единиц. Это квадратные километры складов, баз хранения, ангаров и бункеров. Экономика Советского Союза была заточена не на войну на фронте на 1500 километров. Она была заточена на мировую войну, в которой придется участвовать не только самому Союзу, но еще и половине земного шара его сателлитов, которых нужно снабжать оружием и боеприпасами. Относительно беспилотников, которые пришлось искать в Иране, не возникло особых вопросов. Российская военная концепция их производства просто не предполагала. Россия на эти пластиковые самолетики планировала ответить тяжелыми, зловещими, невероятно дорогими комплексами радиоэлектронной борьбы. Надежды эти не оправдались. Оказалось, что бороться с беспилотниками путем лишения связи вообще всего, что движется вокруг, включая и свои войска, это так себе идея. Когда жареный петух клюнул, когда оказалось, что у второй армии мира в наличии лишь полукустарные беспилотники «Орлан», чья функция ограничена корректировкой артиллерийского огня, когда оказалось, что война идет, а нет ни разработок, ни производственной базы для разведывательных и ударных беспилотников, а ни один нормальный иностранный их производитель не хочет под санкции, так вот тогда, конечно, пришлось в такой ситуации обращаться к Ирану, потому что, куда деваться? Но снаряды и тактические ракеты, о которых говорит американская разведка, это не беспилотники. Этого должно быть не просто много, а этого должно быть в числе, стремящемся к бесконечности. Северная Корея – это, напомню, страна, годовой ВВП которой никто точно не может посчитать, но в любом случае эта сумма не более расходов бюджета Москвы за месяц, а то и за неделю. И если Россия действительно там закупается, то ситуация, видимо, сильно хуже, чем кто-то мог бы думать. Это интересный сам по себе момент. Новый этап в оценке российского военного потенциала. Всем всегда было очевидно, что российская армия коррумпирована и некомпетентна. Почему было очевидно? Потому что такие непубличные институты, как армия и спецслужбы, в любой стране более коррумпированы и менее компетентны, чем те, за которыми можно следить. Что логично. А в России все не слава богу и с публичными институтами. Если на закупке томографов, которые все видят и у которых есть известная рыночная цена, воруют 30%, то можно с большой долей уверенности предположить, что на закупке ракеты, у которой нет рыночной цены и которую никто не видит, воруют минимум 70%. Тем не менее, при всем воровстве и некомпетентности, раньше речь шла о разнице военных бюджетов России и Украины более чем в 10 раз. О превосходстве по тяжелой технике на порядок, а где-то и на порядки. Именно поэтому западные военные эксперты предсказывали падение Киева за 96 часов. Именно поэтому президента Зеленского уговаривали эвакуироваться. Именно поэтому Украине поставляли оружие лишь для партизанской, а не для фронтальной войны.
Потому что фронтальных войн с такими пропорциями не бывает. Спустя месяц оказалось, что скептики были посрамлены. В том смысле, что не только мы, но даже те люди, для которых война – это их работа, недооценили степень разложения российской армии. После этого начались поставки тяжелого вооружения Киеву, ведь это тяжелое вооружение уже точно не попадет в российские руки. Но даже после того, как российская армия, мягко говоря, не оправдала возложенных высоких на нее ожиданий, оставалась иллюзия эскалации. Иллюзия того, что Владимир Путин, поняв, что блицкрига не вышло, расчехлит какие-то там резервы и резко повысит градус войны. Я помню, многие эксперты, в том числе израильские, с которыми я тогда разговаривал и которых тогда читал, были уверены, что если Путин примет решение, если он всерьез возьмется, то все, точно никаких шансов у Украины не будет. Просто он сейчас задействовал не все, что мог. Но сейчас все уже об этом позабыли. Слово «эскалация» было главным с апреля по июнь. Любая помощь Украине шла с оглядкой на то, чтобы не спровоцировать Путина, чтобы он уже не ввел вот то, что он может ввести, чтобы решить вопрос. Сложно понять, когда рухнул этот бастион. Возможно, он рухнул на том моменте, когда сбор возрастных мужчин по регионам и рекрутинг заключенных за 200-300 тысяч рублей в месяц стал публичным. Тогда стало ясно, насколько все плохо, что никаких резервов нет, что интенсивность войны не растет не потому, что Путин не хочет, а потому, что он не может. Сегодня в дискуссии о военной помощи Украине слова «эскалация» просто нет. Никто на Путина больше не оглядывается, не боится его разозлить. Никто не думает, что у него есть какая-то запасная армия. Он воюет всем, что есть. Даже миротворцев из Карабаха бросает на фронт. Ну, окей, проблема с людьми давно стала очевидна. Но не с техникой же и боеприпасами. Так казалось всем. Да, потеряли больше 1000 танков, скорее уже под 1500. Сотню самолетов и вертолетов. Запустили 1000 ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов. Но у вас же этого целые города, уходящие за горизонт ангары, целиком забитые любым добром для убийства людей. Какие еще нафиг закупки в Северной Корее? У одной из беднейших стран мира, которая десятилетиями сидит под санкциями ООН, которая отстала во всех отношениях на полвека, которая в военном и экономическом отношении была на содержании Советского Союза, а теперь на содержании у Китая. Как эта схема выглядит? Советский Союз ранее поставлял КНДР вооружение и боеприпасы, а КНДР их копировала и производила насколько умела, насколько это было возможно в условиях, где любой токарный станок нужно завозить хитрой схемой через третьи страны. А теперь Россия закупает боеприпасы там? Какой страх и ужас должен был выясниться, чтобы это стало реальным? Что показала инспекция резервов? Тут даже гипотеза о глобальной коррупции, разворовывании и контрабанде не подходит, потому что речь идет об объемах, которые никому не могут быть проданы в значимой доле. Почему наследник самой милитаризованной страны в человеческой истории, один из крупнейших экспортеров вооружений в мире, вдруг идет за боеприпасами к стране, где по разу в пару лет случается голод? К стране, экономика которой наполовину первобытно-аграрная. Строить гипотезы здесь бессмысленно и бесполезно. Для нас важно другое. Для нас важно то, что если мы верим американской разведке, а она за минувшие пару сотен дней не особо ошибалась, то Россия теряет свое единственное преимущество – безлимитные запасы вооружений, техники и боеприпасов. То есть ломается тот баланс, на котором фронт держался в последние несколько месяцев. Украине не хватало наступательного вооружения, но были люди. У России любого вооружения было сколько угодно, но нет людей. Судя по всему, Россия потеряла и это преимущество. Закупки у КНДР – это детский сад. Да, Северная Корея – страшно милитаризованная страна. По разным оценкам, около 10% ее населения военнослужащие. Но тут проблема масштаба. Не может Северная Корея со своими 25 миллионами населения и по самому большому счету 5 миллиардами долларов ВВП быть для России оружейным погребом. Главный вопрос, который здесь возникает, а в чем дальнейший-то план? Ну хорошо, купили беспилотники у Ирана.
пытаетесь восполнить боеприпасы из Северной Кореи. Оба источника даже рядом не со масштабной российской армией и потребностям этой войны. Каков план на тот случай, когда вы их исчерпаете? Россия закрыла для себя мировой рынок вооружения. Да, допустим, ноутбук, процессор, бутылку колы, Майбах или Феррари можно ввести на кривой козе через Казахстан или Грузию. Но производство, а особенно экспорт вооружений в любой нормальной стране находится под жесточайшим контролем. В тот момент, когда выяснится, что условная Монголия, например, купила снаряд не для себя, а для серого экспорта в Россию, а это обязательно выяснится, она с Россией санкции разделит тут же. Это обстоятельство и объясняет, почему Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее, а не в самом очевидном для этого месте, в Китае. Потому что китайские компании не хотят на долгие годы покинуть мировой рынок вооружений, и китайское правительство в этом желании с ними солидарно. Консенсус, который сложился еще в конце весны, говорит о том, что началась война на истощение. У кого надольше хватит ресурсов, кто дольше выстоит в изматывающих артиллерийских дуэлях, в окопной войне с обменом ракетными залпами, тот и победит. И да, все знали, что за спиной Украины весь развитый мир, а Россия может рассчитывать только на себя. Но никто не мог предположить, что настолько быстро путинская армия начнет нуждаться в импорте боеприпасов, тем более из Северной Кореи. Да, мы все видели выдающиеся успехи украинской армии в деле разрушения российских складов с боеприпасами, высокоточными ударами химарсов. Но речь шла только о нарушении логистики. Было очевидно, что в общей массе резервов это как кружкой моря черпать. Видимо, мы, следящие за этой войной, снова думали о российской армии сильно лучше, чем было на самом деле. Хотя, казалось бы, ну куда уж хуже-то положение дел, чтобы было, а нет. Хорошая ли это новость? Конечно, хорошая. Проблему с личным составом российское руководство не решит. Потому что не может. Если к этой проблеме добавится дефицит боеприпасов и снарядный голод, то не очень понятно, как вообще Путину продолжать войну. На этот раз уже не политический, и не экономический, а физический. Чем стрелять-то, если нет снарядов? Только ленивый не провел параллели этой войны с крымской середины 19 века, когда выяснилось, что армия, считавшая себя владычицей континента, оказалась отставшей технологически на полвека, настолько коррумпированной и некомпетентной, что не стеснялась продавать врагу собственное снаряжение. Но никто не ожидал, что параллели будут столь буквальными, что ответом на американские химарсы и джавелины станет не распаковка несметных резервов, но поиск боеприпасов хоть где-нибудь, хоть пусть даже в Северной Корее. Что случилось? Неужели резервы существовали только на бумаге? Или припасы сгнили от старости и нарушения условий хранения? Или, может, изначально были проблемы с производством, и, храни бог войны, эти припасы, они стрелять не годятся? Черт его знает на самом деле. Мы знаем вот что. Во-первых, Россия больше не может самостоятельно вести войну, даже с материальной точки зрения. И это хорошая новость не только для России и Украины, но и для всего остального человечества. До завтра.